Перевод. Нарада Муни продолжал. Многие йоги-мистики, отрекшиеся от мира материальной сферы, практиковали этот метод в течение многих жизней, но так и не смогли дойти до конца по пути постижения Бога, несмотря на то, что постоянно пребывали в трансе и совершали суровые аскезы. Purport. Next verse. Ato nirvatatam esha nirabandhas tava nishpala yatisyati bhavan kale shreyasam samupastate. Translation. For this reason, my dear boy, you should not endeavor for this. It will not be successful. It is better that you go home. When you are grown up by the mercy of the Lord, you will get a chance for these mystic performances. At that time, you may execute this function. Перевод стиха 32. Поэтому, мой мальчик, не пытайся следовать этим путем, ты все равно не добьешься успеха. Лучше возвращайся к себе домой. Когда ты подрастешь, тебе снова, по милости Господа, предоставится возможность вступить на путь мистической йоги. И тогда ты сможешь начать практиковать ее. Purport. Generally, a thoroughly trained person takes to spiritual perfection at the end of his life. Комментарий. Как правило, человек, хорошо подготовленный к духовной жизни, целиком посвящает себя духовному самосовершенствованию только на последнем этапе своей жизни. According to the Vedic system, therefore, life is divided into 4 stages. Поэтому жизнь человека в ведическом обществе делится на 4 этапа. In the beginning, one becomes a brahmachari, a student who studies Vedic knowledge under the authoritative guidance of the spiritual master. Вначале человек становится брамачари, учеником, изучающим веды под авторитетным руководством духовного учителя. Then becomes a householder and executes household duties according to the Vedic process. Затем он обзаводится семьей и исполняет семейные обязанности, как приписано ведами. Then the householder becomes a vanaprastha, and gradually, when he is mature, he renounces household life and vanaprastha life also and takes to sannyas, completely devoting himself to devotional service. Затем домохозяин становится ванапрастхой, и, наконец, на последнем этапе, когда он готов отказаться от семейной жизни и от жизни ванапрастхи, человек отрекается от мира, то есть принимает саньясу и целиком посвящает себя преданному служению. Generally, people think that childhood is meant for enjoying life by engaging oneself in sports and play. Youth is meant for enjoying the company of young girls. And when one becomes old, at the time of death, then he may try to execute devotional service or a mystic yoga process. Обычно люди думают, что в детские годы нужно наслаждаться жизнью, предаваясь играм и развлечениям. В молодости следует наслаждаться обществом девушек, а в старости, на исходе жизни, можно посвятить себя преданному служению или начать практиковать мистическую йогу. But this conclusion is not for devotees who are actually serious. Однако это не относится к серьезным преданным. The great sage Narada is instructing Dhruva Maharaj just to test him. Великий мудрец Нарада говорит об этом Дхруве Махараджу только для того, чтобы испытать его. Actually, the direct order is that from any point of life, one should begin rendering devotional service. На самом деле в Священных Писаниях говорится, что человек должен заниматься преданным служением на какой бы ступени жизни он ни находился. But it is the duty of the spiritual master to test the disciple to see how seriously he desires to execute devotional service. Однако духовный учитель должен подвергнуть ученика испытанию, чтобы проверить, насколько он искренен в своем желании заниматься преданным служением. Then he may be initiated. Только после этого он может дать ему духовное посвящение. Om Jnana-timirandasya Niranджана Свами Chakshu Unmilitam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Bhangam Bhangayate Yurim Yat Pipatam Aham Vande Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Vidaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanты Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shanyavari Bhastacharya Satanani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
So Narada Muni has appeared before Dhruva Maharaj. Так Нарада Муни встретил Дхрува Махараджа In order to give him appropriate instruction, how he can obtain and fulfill the instruction that was given to him both by his stepmother and by his mother. чтобы дать ему наставления, с помощью которых он сможет выполнить наказ своей собственной матери, даже своей мачехи. As we know from previous verses, Suruchi had told Dhruva Maharaj that if he wanted to sit on his father's lap, that he would have to go to the forest, seek out the Lord, and get the benediction from the Lord that he would be able to take his next birth in her womb and therefore become qualified to sit on her. И, как мы знаем, Суручи, мачеха Дхрува Махараджа, сказала ему, что если он хочет сидеть на коленях у отца, то он должен отправиться в лес, там встретить Верховную Личность Бога, получить от него благословение, чтобы он смог родиться из лона Суручи и уж тогда получить право сидеть на коленях у его отца. As if we look at that objectively, we would say that's probably pretty serious act that Suruchi had done to such a young boy at the age of 5 years old. И посмотря объективно на слова Суручи, можно заключить, что она слишком сурово обошлась с пятилетним мальчиком. And Dhruva Maharaj could have easily thought that I didn't deserve to be treated like this. И Дхрува Махарадж мог по праву подумать, что со мной обошлись несправедливо, я не заслуживаю такого обращения. He left the palace and went to see his mother, Suniti, and explained to her what had happened. Он вышел, покинул дворец своего отца и отправился к своей матери Сунити, объяснив ей все, что произошло. And Suniti said actually what your stepmother said is true. И Сунити сказала, все то, что сказала твоя мачеха тебе, на самом деле соответствует истине. I am not as much favored by your father as your stepmother is. Потому что я не пользуюсь таким благорасположением твоего отца, как твоя мачеха. And she gave you very good instructions. Why don't you take them to heart? И поэтому она дала тебе очень хорошие наставления, нужно к ним очень серьезно отнестись. You should not want to cause any distress to anyone, even if somebody has caused some distress to you. Нельзя отвечать насилием или враждой на какие-то исполненные вражды слова другого человека. Therefore, why don't you go to the forest and seek out, accept the austerities recommended by your stepmother, and by such austerities seek out the association with the Lord. И поэтому нужно так и поступить, как сказала тебе твоя мачеха, отправиться в лес и там отдаться аскезам и искать возможности встречи с Господом. So therefore, his mother also encouraged him to go to the forest. Поэтому и его мать также порекомендовала ему отправиться в лес. And as we know, he had great determination in his heart to get the association with the Lord, because as he was instructed, that would be the only way he could get the fulfillment of his desires. Как мы знаем, Дхрува Махараджа исполнился великой решимости встретиться с Верховным Господом, потому что, как он усвоил, только таким образом он сможет осуществить свои желания. And then, of course, Narada Muni, because he's as good as the all-pervasive super soul, he understood here, this looks like a good candidate. I think I'm going to go and take advantage of some sincere soul and see what I can do to help him. И, как мы знаем, Нарада Муни в своем сознании практически не отличается от Верховной Личности Бога, Параматмы, своей души, и поэтому он увидел в Дхруве Махараджа подходящего кандидата на духовный путь и подумал, дай-ка я встречусь ему на пути и посмотрим, смогу ли я его вдохновить на духовную жизнь. Therefore, by the mercy of the Lord within the heart, Dhruva Maharaj got the opportunity to get the association of Guru. Поэтому, по милости
Верховного Господа в сердце, Дхрува Махарадж получил возможность общения с гуру. And the Lord, understanding the intentions of Dhruva Maharaj, gave him the opportunity to associate with Guru, and then by associating with Guru, receiving instructions from Guru, he was given the opportunity to get the direct association of the Lord. И Верховный Господь, пребывающий в сердце Дхрувы, поняв его искреннее намерение, дал ему возможность общения с гуру, и, получив наставление духовного учителя, выполняя их, Дхрува Махарадж смог получить возможность встречи с Господом. But here we see in these two verses that we just read that Narada Muni decided that I should test this young boy's determination. Но в этих двух стихах описывается испытание, которому подверг Нарада Муни решимость этого мальчика. He was not immediately thinking, oh, I have a good candidate for a disciple. Let me make it easy for him. Он не подумал, ну, похоже, хороший кандидат в ученики, надо мне ему максимально облегчить этот путь. Actually, Prabhupada makes the point very clear that it is the duty of the spiritual master to test the disciple to see how seriously he desires to execute devotional service. Шрила Прабхупада в своем комментарии говорит очень ясно, что духовный учитель должен подвергнуть своего ученика испытанию, чтобы проверить его искреннюю решимость заниматься преданным служением. Then he may be initiated. Тогда он может получить инициацию. This would be not the first time in history that such an instruction was given by a spiritual master. И, может быть, это не был первым примером в истории, когда духовный учитель дал такое наставление своим ученикам. In fact, Narada Muni also tested others before accepting them as disciples. Потому что Нарада Муни и других своих учеников также проверял, прежде чем принимать их в ученики. Story comes to mind in Chaitanya Charitamrita. Lord Chaitanya, in his instructions to Sanatana Goswami, in his explanation of the Atmarama verse, he told the story about Narada Muni and Mrigari the hunter. В Чайтанья Чаритамрите Господь Чайтанья Махапрабху в своем наставлении, в своих наставлениях Санатане Госвами рассказывает ему историю про Нарада Муни и охотника Мригари. And how Mrigari was a hunter who was trained from his childhood by his father to use his bow and arrows, not to simply kill animals for hunting, but first to have killed them and watch them die, torture them. Рассказывается о том, что Мригари, он унаследовал это занятие, унесло охотника от своего отца, и отец обучал его с самых ранних лет о том, что он должен не просто охотиться на животных с помощью своего лука и стрел и убивать их ради добычи, но он должен не добивать их вначале и причиняя им тяжелые мучения, видеть, как они мучаются в конвульсиях, умирают. And again, Narada Muni appears whenever there's a good opportunity to enlighten somebody, and he appeared on that particular place and saw these animals lying in the path, half dead, and decided to approach the source from which these animals were lying that way. И, конечно же, появился Нарада Муни, всегда появляется, когда есть хорошая возможность дать кому-то духовное наставление, и он увидел, как эти недобитые животные лежат и мучаются, и поэтому нашел источник их страданий. So when he began approaching, Mrigari was standing behind the tree with his arrows. All the other animals that were present there that Mrigari was also waiting to have killed, they flew, they ran away. И когда Нарада Муни увидел, что охотник Мригари прячется за деревом, держа на готове свой лук и стрелы, чтобы подстрелить других животных, при появлении Нарада Муни эти животные все убежали и улетели. And Mrigari came out from behind the tree and said, "Look what you've done. You scared away all the animals. Now I won't be able to shoot them." И когда Нарада появился и распугал всех животных, Мригари сказал ему, что посмотри, что наделал, теперь вся моя добыча разбежалась, и я не смогу их пострелить. And then Narada Muni asked Mrigari, and I said, "Are you the person who's responsible for killing these animals?" Нарада Муни спросил Мригари, это твоих рук дело, вот эти недобитые животные? And Mrigari explained, "Yes,
I'm half killing them. I've been trained since my childhood. This is what to do. I half kill animals, and then I watch them suffer, and then take them and use them. What you do with animals will die. И Григорий сказал, да, меня так научили с детства не добивать животных и наблюдать за их страданиями и конвульсиями, и когда они умирают, я их уже беру и использую по назначению. And Narada Muni then, of course, began to explain them. I have one humble request. И Нарада Муни сказал, у меня к тебе есть одна смиренная просьба. And the hunter says, sure, what do you want? You want some half-dead animals? I have a whole bunch of them. You want some furs? You want some... What would you like? И Григорий сказал, конечно, пожалуйста, выбирай, что хочешь. У меня вот сколько здесь недобитых животных лежит, можешь любого взять себе. Или хочешь, могу тебе дать шкуру или мех, все, что пожелаешь. And Narada said, no, I'm not interested in your furs. I'm not interested in your animals. My request is that if you're going to shoot animals with arrows, why don't you just kill them instead of just watching them suffer? И Нарада Муни сказал, нет, мне не нужны твои меха, и животные тоже мне не нужны. У меня просьба к тебе лишь, чтобы ты добивал животных сразу, вместо того, чтобы оставлять их мучиться в агонии. Просто добивай сразу. He said that there's a slight offense in your part to kill animals because that is your occupation. It's a slight offense, but to half kill them in this way and cause them so much suffering, that's a very serious offense, and that's going to cause you a lot of suffering from so much sinful reactions. Он сказал, Григорий, что с твоей стороны убивать животных просто не такое уж серьезное прегрешение, потому что в конце концов ты этим живешь, но не убивать их сразу, оставлять их мучиться в агонии, вот это очень-очень серьезное прегрешение, и за него ты будешь сам очень серьезно страдать в будущем. And then, of course, Magari was interested, and he asked him, what do you mean? And then Narada explained that all these animals will have to come back and they'll kill you in the same way that you caused them so much suffering. И Григорий заинтересовался этим объяснением, спросил, а что это на самом деле означает для меня? И Нарада Муни сказал, что все эти животные, которым ты причиняешь такие сильные мучения, вернутся и также убьют тебя и причинят тебе очень много мучений, в свою очередь. So little faith was awakened in the heart of Magari when he heard this, and he asked, well, how do I, just like we were talking about last night, how do I become free from all these sinful reactions so I don't have to suffer? Эти слова Нарада Муни пробудили веру в охотника Григорий, и он задал вопрос, который мы вчера как раз обсуждали. А что же мне делать, чтобы не страдать за свои прошлые поступки? Last night we were speaking about that point, when a person hears that he's going to have to suffer for something, the first thing he thinks about, well, I don't want to suffer. Потому что когда, как мы вчера объяснили, человек слышит, что он должен будет пострадать за что-то, то первый естественный вопрос, возникающий у него, это как избежать этих страданий. So Narada Muni explained to him that if you want to become free from all sinful reactions, then he said the first thing you have to do is you have to break your bow. Нарада Муни объяснил ему, что если он хочет избавиться от всех своих греховных последствий, тогда первое, что он должен сделать, это сломать свой лук. And for Magari, that was his whole means of livelihood. Но для Григория лук был средством добычи, средством пропитания. Narada Muni was testing him. Нарада Муни испытывал его таким образом. Okay, you want to become free from sinful reactions? First thing you have to do is break your bow. И он сказал ему, поэтому, если ты хочешь избавиться от последствий греховных поступков прошлых, то первое, что ты должен сделать, это сломать свой лук. And the first thing Magari said to him, if I break my bow, how will I live? И первое, что ответил ему на это предложение Григорий, это, если я сломаю свой лук, как же я буду жить? He had some doubts in his mind. What do you mean break my bow? У него возникли сомнения, когда он слышал предложение Нарады Муни, и он не знал, как же он будет поддерживать себя. And
Narada Muni told him, yes, I understand that you maintain yourself by utilization of your bow, but if you break your bow, then I'll take care of everything. Нарада Муни сказал, что я-то знаю, что ты живешь с помощью этого лука, но если ты его сломаешь, тогда я сам позабочусь о твоем пропитании. But this requires some pretty big faith. Для того, чтобы поступить так, потребовалась очень большая вера. First, little faith was awakened when he heard about the suffering he was going to have to go, and then a little bit more faith was awakened by Narada Muni's firm conviction that don't worry, break your bow and I'll take care of the rest. И вначале, когда он услышал о тех страданиях, которые ему придется испытать за мучения, причиненные животным, это привело к развитию небольшой веры в сердце Бригари. И потом, когда он услышал о том, что Нарада Муни будет сам поддерживать его, если тот сломает свой лук, тогда это привело к возникновению еще больше веры. So Magari took his bow and he broke it. Он взял в руки лук и сломал его. And Prabhupada explains in the commentary that this is initiation. Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что это есть инициация. Initiation is there when the disciple becomes convinced that he will follow the instructions of the spiritual master. Инициация означает, что ученик уверен, что будет следовать наставлениям духовного учителя. And he has faith that by him following the instructions of the spiritual master, everything else, all his other responsibilities will become fulfilled. Он верит, что следуя наставлениям духовного учителя, сможет исполнить все другие свои обязанности в жизни. Shraddha Shadhi Vishwas Kahideshu Vita Nishchaya Krishna Bhakti Kali Savakama Kritahaya. Lord Chaitanya also said that Shraddha means firm, confident faith, that simply by chanting the holy name of the Lord and engaging in devotional service, automatically all other subsidiary duties can be fulfilled. Господь Чайтанья в этом стихе Чайтанья Чаритамрите говорит, что вера – это твердая убежденность в том, что просто повторяя святые имена и занимаясь преданным служением Господу, человек может выполнить все остальные второстепенные обязанности в своей жизни. So then when Magari broke his bow, then Narada Muni told him, very good, now you should go back to your house, take all of your possessions, give whatever possessions you have away in charity, and go to the river, build a little cottage for yourself, you and your wife, and you go and you plant tulsi, you circumambulate tulsi, and just absorb yourself in chanting Hare Krishna. И Нарада Муни, когда он увидел, что Бригари сломал свой лук, сказал: молодец, теперь иди к себе домой, возьми все то, что у тебя есть в доме, все свое имущество, раздай его как милостыню и отправься на берег реки, построй там себе хижину для себя и своей жены, посади возле этой хижины деревце Туласи, и каждый день обходи вокруг дерева Туласи и повторяй святые имена Господа. Narada Muni gave him all spiritual instructions by which he could actually fulfill his primary duty, which is to take shelter in the Lord by chanting His names. Таким образом, Нарада Муни дал ему все необходимые наставления, посредством которых, духовные наставления, посредством которых Бригари смог исполнить все свои духовные обязанности, принимая прибежище Верховного Господа. And of course, as we know, the result was that the Magari, he did exactly as Narada instructed him to do, and then in due course of time, people began hearing about the great miraculous change that happened to Magari, and people would come and they would bring all kinds of foodstuffs for their maintenance. Every day they would bring something for him. Итак, когда Бригари стал строго следовать наставлениям Нарада Муни, то весть о этом чудесном изменении в жизни Бригари, чудесном превращении его разнеслась, и люди стали приходить каждый день к нему, чтобы повидать его, и каждый раз, когда они приходили к нему, приносили что-то для него и для его жены. Of course, there's even more to the story, but let's not get digress too much. Let's stick with the point about being tested. Конечно, история на этом не кончается, но есть много у нее других деталей, однако главная причина, по которой мы упомянули, заключалась в том, что Бригари также должен был подвергнуться испытанию как ученик. Magari was tested by Narada Muni, and Magari passed the test. He broke his bow. Бригари должен был
вынести это испытание, которое дал ему Нарада Муни, и он так и сделал, с честью выдержал его, сломав свой лук. So being tested is not something that's actually, it is something that's a prerequisite for advancing in spiritual life. Поэтому такого рода испытания являются необходимым условием для прогресса в духовной жизни. And there are many examples given in Shastra about how the spiritual master tests the disciple and how the Lord tests a candidate for devotional service. Есть много примеров в Шастре того, как духовный учитель испытывает своего ученика, или как Верховный Господь испытывает того человека, который становится кандидатом на путь преданного служения. And as soon as we hear this word test, that we're going to be tested, immediately we start thinking, how to pass the test. Когда мы слышим о том, что нас подвергнут испытаниям, какому-то экзамену, то мы, разумеется, начинаем сразу волноваться о том, чтобы его сдать. I remember even in my first coming to Krishna consciousness, I oftentimes tell the story, although I won't tell the story again, about how Prabhupada, in his lecture in teachings of Queen Kunti, said that when one comes to Krishna consciousness in the beginning, Maya will test the devotee to see if he's coming to serve Krishna or disturb Krishna. Я также рассказывал, часто не буду повторять эту историю сейчас, историю своей собственной жизни, что когда я только начал знакомиться с движением, я слушал лекцию Шрилы Прабхупады по молитвам царицы Кунти, и в одной из лекций Прабхупада сказал, что когда преданный стоит на путь преданного служения, то Майя будет подвергать его испытанию, чтобы проверить, пришел для того, чтобы беспокоить Кришну или чтобы служить ему. So many different tests were there. In fact, even when I first moved into the temple, I brought all my things. The temple president said, well, you can't live in the temple with the rest of the brahmacharis. If you want to stay in the temple, you have to stay downstairs in the basement on the concrete floor. And when we decide to let you live with the rest of the brahmacharis, you can come upstairs and move with the brahmacharis. И даже когда я переехал в храм со всеми своими пожитками, то президент храма сказал мне: нет, ты сейчас пока не можешь жить со всеми остальными брамачари, там, где они живут, поэтому мы тебя поселим в подвал на бетонный пол, и там, поживя какое-то время и доказав, что ты можешь достоин жить в вашем, тогда мы тебя переселим в брамачари. Yeah, well, I remember that was my very first test. That very day I moved into the temple, I was told, you have to stay on the cold concrete floor, and all I had was a thin sleeping bag. И вот это было первое испытание, когда я приехал. В первый же день мне сказали: ты должен поселиться в подвал и там жить на этом холодном бетонном полу. Единственное, что у меня было, тоненький спальный мешок. And the floor wasn't even flat; it was like this. Пол не был ровным. And I only had to stay there for 2 weeks. Жил там я всего 2 недели. It wasn't such a serious test. Не слишком было серьезное это испытание для меня. More serious tests came later. Гораздо более серьезные испытания пришли позже. But Prabhupada said that that one has to be tested if one wants devotional service. It's not a cheap thing. Но Шрила Прабхупада говорит здесь, что чистое преданное служение не является такой дешевой вещью, поэтому человеку нужно подвергнуть испытанию, достоин ли он на него или нет. Prabhupada used to give the example that if you want to purchase diamonds, you have to be willing to pay the price. Шрила Прабхупада приводил пример: если вы хотите купить бриллиант, то вы должны быть готовы заплатить за него надлежащую цену. Someone comes and tells you all these diamonds, they're not very expensive. You don't have to pay so much. You can have them for small cost. Если кто-то приходит, вам показывает драгоценные камни, бриллианты, и говорит: ну вот не нужно за них платить баснословные деньги, можешь купить их по дешевке. So if somebody is only willing to pay the small cost, then he has to be expected he's not going to get the real thing. Если человек готов только какую-то небольшую сумму заплатить и купить вещи только по дешевке, то должен быть готов к тому, что, скорее всего, настоящих камней ему не видать. There are many people out there who are ready to say, "Oh, you don't have to give so much, and we'll give you these diamonds for a good price." И найдется много желающих продать ему бриллианты по дешевке. Prabhupada says, if you want to get genuine diamonds, you have to pay the price. Но Шрила Прабхупада говорил, что если вы хотите купить настоящий бриллиант, нужно быть готовым заплатить за него высокую цену. So in the same way, both the Lord and his representative, the spiritual master, they also have to test to see if one actually wants
devotional service. И поэтому и Господь, и духовный учитель, как представители Господа, они хотят проверить искренность намерений того, кто просит преданного служения. I oftentimes quote this conversation with Srila Prabhupada in Tehran about Prabhupada explaining about testing the devotee. Я часто цитирую беседу со Шрилой Прабхупадой, которая была записана в Тегеране, и в которой он описывает, как Господь испытывает своего преданного. But rather than just quoting it, I want to actually just read it because it's really very profound. Вместо того, чтобы цитировать ее избирательно, я просто хотел прочитать целиком, потому что это очень-очень важное, глубокое наставление. One devotee says to Prabhupada, "Is it true, Srila Prabhupada, that Krishna is testing us every day?" И один преданный спрашивает у Шрила Прабхупада, правда, что Кришна испытывает нас каждый день? And Prabhupada said, "No, just like if you want responsible post, then there is a question of test." Нет, говорит Шрила Прабхупада, но если вы хотите заняться каким-то ответственным служением, вот тогда вас подвергнут опросу и допросу. If you want to become a vagabond and remain a vagabond, then where's the question of a test? Vagabond, yes, like an irresponsible one. Если вы хотите быть бродягой, тогда зачем вас испытывать? So Prabhupada said, no, it doesn't necessarily mean that you're going to be tested, but he said just like if a person wants a big responsible position, then there's a test. И Шрила Прабхупада говорит, нет, не обязательно вас будут испытывать каждый день, но если вы хотите занять какое-то ответственное положение, вот тогда испытания придут. Same point as diamonds. If you want something high, then yes, you'll be tested. То же самое с бриллиантом, как и с бриллиантами. Если вы хотите купить что-то достойное, вот тогда будут испытания. But if you want to stay on a low platform, then no test. Но если вы довольствуетесь каким-то невысоким уровнем, тогда зачем вас испытывать? And then the devotee says, no, for devotees I'm talking about, Prabhupada, devotees. И ученик говорит, нет, я говорю сейчас о преданных Шрила Прабхупады. And Prabhupada says, for devotees there is test. И Прабхупада говорит, про преданных, ну тогда да, испытания есть. We see from the devotee's life, Prahlad Maharaj, how much severe test he had to pass through. Мы видим из жизни преданных, что такие суровые испытания присутствуют в их жизни. Например, Прахлада Махарадж, посмотрите на него. Bali Maharaj, Narada Muni. Бали Махарадж и Нарада Муни. And then the devotee asks, and the most advanced devotee is the more severe test it is, the more chance. And he stops. Yeah, that's all he said, but it's... И преданный, он как бы говорит, но не заканчивает свой вопрос. Он говорит, и что чем более возвышен преданный, тем более серьезным испытанием он подвергается. И Прабхупада говорит. Prabhupada says, no, after you pass the examination, there's no more test. Прабхупада сказал, ну когда сдаете экзамен, тогда уже нет испытаний после этого. I guess that means we haven't been tested yet, right? Похоже, нас еще не испытывали, нужно так понимать. По крайней мере, по-настоящему не испытывали. He said, but before coming to the post of recognized devotee, Krishna tests very severely. Однако, прежде чем дать преданному положение такого признанного преданного, Кришна очень сурово испытывает его. That one has to pass. Вот нужно эти испытания пройти. Then one devotee says, I read once in your Bhagavatam, in one of your purports, you said that Maya is there to test the sincerity of the candidate. Я прочитал, один преданный говорит, в одном из комментариев, ваших комментариев на Бхагаватам, что Майя испытывает искренность кандидата в преданные. It's the same purport I read. То же самое комментарий, который я тогда прочитал в 1973 году. But Maya is there to test to see if you're coming to serve Krishna or to disturb Krishna. Что Майя будет испытывать нас, чтобы определить, мы пришли для того, чтобы Кришне служить или чтобы его беспокоить. Prabhupada says, yes, we see from the life of Bali Maharaj how he was put into difficulty. Прабхупада говорит, да, посмотрите на жизнь Бали Махараджа, сколько трудностей ему пришлось пережить. Even his spiritual master cursed him. Даже его духовный учитель проклял. So, and then there's a break. He put to the test and still he remains in his determination. Then he's passed. И затем наступает пауза или перерыв в записи, и затем Прабхупада продолжает. Yes.
И Прабхупада продолжает, что несмотря на то, что его подвергают таким суровым испытаниям, все равно его решимость не ослабевает. That is very natural. Это естественно. And Prabhupada said there is a word acid test. Acid test? Есть, например, тест на кислотность. Prabhupada, he's trying to come up. Yeah, I've heard somewhere there's something called an acid test. And the other boy said, yes, Prabhupada. Acid test is for gold. That's coming next. Yes. Yes. Это тест на кислотность, а тест его проверяют с помощью кислоты, проверяют металлы. Prabhupada, for ascertaining real gold, the acid test one has to pass to become real gold. Для того, чтобы какой-то металл признали золотом, он должен выдержать испытание кислотой. Then another devotee says, this test depends on one's faith in Krishna. А этот тест или это испытание зависит от веры в Кришну. Prabhupada says, faith in Krishna? Прабхупада переспрашивает, вера в Кришну? What do you mean by faith? Что значит вера? If you want to pass the test, he says, does that depend on one's faith? Неужели, если человек хочет выдержать испытание, то он должен только на веру полагаться? And Prabhupada says, what does that faith mean? Что значит вера? Прабхупада And говорит. another devotee says, conviction. Другой преданный говорит, это убежденность. Prabhupada said, what is that conviction? Describe it. Ну а что такое эта убежденность? Опиши мне эту убежденность. Prabhupada's looking for something. Прабхупада что-то ожидает от них услышать. The devotee says, well, that Krishna is the controller. Убежденность в том, что Кришна управляет всем, говорит преданный. Prabhupada said, Krishna is controller. You may have faith or no faith. That doesn't matter. Прабхупада говорит, ну Кришна в любом случае управляет всем. Веришь ты в это или не веришь, неважно. And then another devotee says, if one is convinced that Krishna will always protect him. Другой преданный говорит, что нужно быть убежденным, что Кришна всегда защитит. Then the other devotee says, one is convinced to abide by the instructions of, and then Prabhupada cuts him off. И третий преданный начинает, нужно быть убежденным, следуя наставлениям, и Прабхупада прерывает его и говорит. Prabhupada says, faith means that you are meant for giving some service to Krishna. Вера означает, что я должен служить Кришне. You should stick to that service, И нужно выполнять это служение. that path, Этот путь, in spite of all impediments. несмотря на все препятствия. That is the passing of test. Вот это значит вынести тест. Generally, just like we are meant for preaching Krishna consciousness. Как, например, мы, как правило, должны проповедовать сознание Кришны. So there may be severe tests, И на этом пути могут возникать очень суровые испытания. but still we shall remain determined. Но мы продолжаем сохранять решимость в этом. That is wanted. Вот это требуется от нас. There may be so many impediments, Могут возникнуть так много препятствий punishment. и наказаний даже. Still you should do that. Но тем не менее должны заниматься этим. That is wanted. Вот этого мы хотим. That is test. Вот это называется испытанием. Not that as soon as there is some difficulty, I give it up. Не то, что как только возникает трудность, я сразу все бросаю. There may be severe tests, Могут возникнуть очень серьезные испытания. but still we shall not give it up. Но мы, тем не менее, не прекратим заниматься этим. We must go on. Мы должны продолжать. That is Вот determination. это называется решимостью. There's a little more, but На the этом, point is there. ну, эта беседа продолжается, однако суть в этом. Prabhupada, of course, the devotee asked the question, does it mean that we're always tested? И преданный задается вопросом, задает вопрос Шри Прабхупаде, значит ли это, что мы всегда подвергаемся испытаниям? And Prabhupada answered, no, that once you pass the test, it's over. You've passed the test. Нет, сказал Шри Прабхупада, когда ты выдерживаешь испытания, тогда больше испытаний не будет. Все, ты выдержал. But he's talking about the severe test. Но он говорит об очень суровом испытании. That there will be many tests as one is advancing along the path. И может возникнуть очень много испытаний на пути нашего духовного роста. But he describes the severe tests and he gives examples like Bali Maharaj, Prahlad Maharaj. Но он говорит о очень суровых испытаниях и приводит в качестве примера Бали Махараджа и Прахлада Махараджа. They were severely tested. Их подвергли очень суровым испытаниям. Bali Maharaj was tested by the Supreme Lord. Верховный Господь сам испытал Бали Махараджа. Sometimes we see that the Lord will even put his pure devotees in very difficult situations to test them. Иногда мы видим, как Верховный Господь помещает своих чистых преданных в очень суровые обстоятельства, чтобы подвергнуть их такому испытанию.
But his pure devotees, of course, will always show by their example that by being fully dependent upon the Lord and accepting everything as the mercy of the Lord will always give them protection. Но при чистой преданности собственным примером показывает, что Господь всегда защитит таких преданных, если они во всем полагаются на милость Господа, верят в Его защиту. And there are many examples in Shastra, just as Bali Maharaj is given an example, Prahlad Maharaj is giving an example. Есть очень много примеров в шастрах, и Прахлада Махараджа, и Бали Махараджа. There's another example that came to mind this morning when I was looking at this verse, and that Lord Chaitanya, how he tested the brahmachari. И также пример, который мне вспомнился сегодня утром, когда я смотрел на этот стих из Бхагаватам, размышлял над ним, вспомнился пример Шри Чайтанья Махапрабху, который испытал брамачари. Lord Chaitanya would oftentimes test his devotees. Потому что Господь Чайтанья часто испытывал своих преданных. He tested Srivas Thakur once also. Он испытал Шриваса Такура. When he told Srivas Thakur, I think you should take sannyas. Когда он сказал Шриваса Такуру, думаю, что ты должен принять саньясу. And Srivas said, well, I can't do that. И Шривас сказал, я не могу принять саньясу. So Lord Chaitanya was testing sannyas, and it's testing Srivas Thakur. He also tested the Srivas Thakur and saying, why did you accept Lord Nityananda in this way? You don't even know from where he came from. И таким образом он испытывал, Господь Чайтанья испытывал Шриваса Такура, также испытывал Шриваса Такура, сказал, почему ты принял Господа Нитянанду, ты же даже не знаешь, откуда он взялся. And Srivas explained, well, Lord Nityananda and yourself, you're non-different. Therefore I've accepted him and I feed him regularly. Шривас объяснил, что в его глазах Господь Чайтанья и Господь Нитянанда не отличны друг от друга, поэтому он принял Господа Нитянанду, а также регулярно кормил его в своем доме. And Srivas even said to him, why are you testing me in this way? И Шривас спросил Господа Чайтанья, зачем ты меня испытываешь таким образом? He was always capable of passing the test, whatever the Lord would test him. И каким бы испытанием ни подвергал Шривасу Господь Чайтанья, Шривас всегда с честью выдерживал их. And even when he lost his son in the middle of the kirtan. Даже когда его сын умер в самый разгар киртана. Big severe test. His son left his body in the middle of the kirtan in his home. В его доме в разгар киртана его сын умер. And when he saw all his family members and relatives, he saw them lamenting. He said, "What are you doing?" Когда Шривас увидел, как убивались по сыну его родственники, члены семьи, он спросил их, что вы делаете? Why are you lamenting in this way? The Lord is having great ecstasy. If he sees you lamenting in this way, then his ecstasy will be disturbed. Вы чего убиваетесь тут? Вы же не видите, что Господь пребывает у нас дома в экстазе. Если вы будете скорбеть, заметьте вашу скорбь, его экстаз нарушится. Go back into the kirtan and don't even reveal anything about your disturbance about the loss of my son. Идите снова и присоединитесь к киртану и никак не выказывайте то, что вы очень огорчены уходом моего сына. So it was a severe test for Srivas Thakur. Очень серьезное испытание для Шриваса Такура. But he only thought of the Lord's pleasure. Но единственное, что заботило Шриваса Такура, это удовлетворение Господа. But gradually the Lord could understand because he's the all-pervasive super soul in the heart of everyone. He could understand that there was some lamentation in the hearts of others who were in the kirtan. Но поскольку Верховный Господь Чайтанья присутствует как параматма в сердце каждого, поэтому он мог понять, что дом охвачен горем, и люди поскорбят о чем-то. And he asked, why is it that there's some lamentation in this room? И поэтому он спросил, что за горе случилось. And then they finally came out and said, well, it's Srivas Thakur's son. He left his body. И в конце концов ему сказали, сын Шриваса умер. Lord Chaitanya, how long ago did it happen? И когда это произошло, спросил Господь Чайтанья. Many hours ago. 7 hours before. 7 часов назад приказали ему. But Srivas didn't want anybody to express any lamentation so that the Lord's ecstasy wouldn't be disturbed. Но Шривас Такур не хотел, чтобы как-то выказывали это горе, чтобы экстаз Господа не нарушился. So Lord Chaitanya then went into the other room where the body of his son was laying, and he spoke to the dead boy who came back to life and began explaining why he left. Господь Чайтанья зашел в эту комнату, где лежало бездыханное тело сына Шриваса Такура, и заговорил с ним. И, конечно же, этот мертвый сын вернулся к жизни и объяснил, что произошло и почему он так поступил.
And then after giving all the instructions and all the family members heard the words coming out of the mouth of the dead boy, they immediately became enlightened and ecstatic, understanding everything, how the soul is an eternal soul. Когда члены семьи Шриваса услышали наставление, которое дал им умерший сын, то они все воодушевились, поняв настоящее положение вечной духовной души. And then Lord Chaitanya told Srivas that you are so dear to me that you don't even know the death of your own son, because you're only thinking of my pleasure. И Шривас, Господь Чайтанья сказал Шривасу, ты так дорог мне, потому что тебя не беспокоит даже смерть своего собственного сына, ради моего удовлетворения ты готов забыть об этом. And then he told him, from this day on, both I and Nityananda will become your son. Отныне, сказал Господь Чайтанья, я и Нитянанда стану твоими сыновьями. So there are many instances in Chaitanya Leela of how the devotees were tested. Чайтанья Лила Faith in the Lord was tested. Читание Лили очень много примеров того, как испытывалась вера преданного Господа. But even those who were not eternal associates of the Lord, such as this brahmachari, he was also tested. Но Брамачари не входил в число вечных спутников Господа, однако даже его подвергли испытаниям. And he would, when Lord Chaitanya was having his nocturnal kirtans in the house of Srivas Thakur, this one brahmachari used to come to Srivas regularly and tell him that I want to go, I want to see for myself these kirtans, the doors are closed, please give me the opportunity to go in at least once and see. Господь Чайтанья проводил ночные киртаны со своими преданными в доме Шриваса Такура. И один Брамачари обратился к Шривасу Такуру с просьбой. Он сказал, что я очень много слышал об этих киртанах, хотел бы повидать хотя бы одним глазком, посмотреть на эти киртаны хотя бы один раз. Можно ли как-то проникнуть, потому что доступ к ним был закрыт. And Srivas Thakur told him, no, the Lord is only allowing his most intimate associates. I cannot allow you to go in. Нет, сказал Шривас, Господь пускает на эти киртаны только своих близких спутников, самых близких. Поэтому я не могу тебя пропустить. And again, he would try to convince Srivas of his qualification for seeing the kirtan. И Брамачари не унимался, пытался и так и сяк убедить Шриваса в том, что он тоже достоин побывать на киртане. He said, I've been performing austerities my whole life. Он сказал Шривасу, я всю жизнь занимаюсь аскезами. I only drink a little milk. Единственное, что я ем, это немного молока. This is how I subsist in my life. Вот я живу так и поделюсь свою жизнь только молоком. I'm not a sense gratifier. Я не удовлетворяю свои чувства. Therefore, certainly, you should consider me as a candidate of somebody who can come in to see these kirtans of the Lord. И по этой причине ты должен также считать меня достойным кандидатом, чтобы я мог получить возможность увидеть киртаны Господа Чайтаньи. And finally, because he was so persistent, Srivas Thakur agreed to allow him to come in, but told him you have to hide, because if the Lord sees you there, he'll become disturbed. И в конце концов, из-за того, что Брамачари так настойчиво просил, убеждал Шриваса Такуру, Шривас сказал, ну хорошо, ладно, я тебя проведу на киртан, но для этого должен буду тебя спрятаться, чтобы Господь не видел, что присутствует посторонний, и чтобы его экстаз не нарушился. So one night during the kirtan, the brahmachari was hiding, and Lord Chaitanya with his associates, they were experiencing great ecstasy. И вот однажды ночью этот Брамачари присутствовал в укрытии во время киртана Господа Чайтаньи, Господь Чайтанья со своими спутниками пребывали в экстазе перед киртаном. And right in the middle of the kirtan, Lord Chaitanya, just all of a sudden, he just stopped and said, "There's somebody in here who's not a devotee." И вдруг в самый разгар киртана Господь Чайтанья остановил киртан и сказал, кто-то здесь присутствует непреданный. I'm not feeling the ecstasy I usually feel. There must be somebody here who's not a devotee. Я не чувствую обыкновенного экстаза, который я испытываю, как правило, во время киртана. Наверняка это из-за того, что какой-то неприятный здесь присутствием своим портит атмосферу. Srivas became immediately afraid. И Шива сразу испугался. He immediately had to come forward and say something. Он сразу вышел и сказал Господу. He said, but he performs all kinds of austerities, and all he drinks is milk. Признался ему в том, что вот такое произошло, и сказал, но он постоянно всю жизнь занимается аскезами и питается одним лишь молоком. But Srivas was thinking he was going to convince the Lord that of his qualification to see the kirtan. Шивас пытался убедить Господа, что этот Брамачари был достоин видеть киртан. And Lord Chaitanya became very angry. Господь Чайтанья очень разгневался. He says, how does he think that simply by drinking milk he could become qualified to see my kirtan? Неужели этот Брамачари думает, что просто питаясь молоком, человеку доставится возможность видеть мой киртан? Does he think simply by austerities alone one can attain the fortune of my darshan?
Неужели человек думает, что он может одними аскезами завоевать возможность получить мой даршан? And he became very, very disturbed and told him to get out immediately. И он так разгневался, что сказал Брамачари, ну-ка, вон отсюда. Severe test. Очень суровое испытание. But what was the brahmachari thinking? А что думал Брамачари? Previously he was an impersonalist. Раньше он был имперсоналистом. But when the Lord tested him in this way, Но когда Господь подверг его такому испытанию, the brahmachari was thinking, at least I got to see the Lord. то Брамачари подумал, ну, по крайней мере, мне удалось повидать Господа. How fortunate I am. Я очень удачлив. And he said also how fortunate I was to be punished by him. Также я очень удачлив, что меня Господь наказал сам. So he immediately left. Поэтому сразу ушел. And then as he was at the door, the Lord stopped and said, stop, come back. И когда он стоял у дверей уже, чтобы выйти, Господь сказал, стоп, возвращайся. He brought the brahmachari back. Он вернул Брамачари. He told him, don't ever think that simply by performing austerities and penances, one can obtain the gift of bhakti. Никогда не допускай мысли, сказал он ему, что просто занимаясь аскезами и покаянием, человек может обрести этот дар бхакти. Bhakti can only be obtained by my mercy. Бхакти можно получить только по моей милости. And the Lord immediately could understand, because He's the super soul in the heart of everyone, that the brahmachari accepted the Lord's mercy. И Господь, как сверхдуша в сердце каждого, мог понять, что Брамачари принял то, как с ним обошлись, как милость Господа. He accepted the chastisement of being thrown out as the Lord's mercy in his heart. Он принял и отповедь Господа, и то, что его выгнали, как милость Господа в своем сердце. The Lord accepted that as his qualification. И вот в это глаза Господа стала его квалификацией. And then he placed his lotus feet on the head of the brahmachari. И он поставил свои лотосные стопы на голову этого Брамачари He blessed him for bhakti. и благословил его на бхакти. And the kirtan began. И киртан продолжился. And the brahmachari was still there. И Брамачари остался. The Lord tests. Поэтому Господь испытывает своих преданных. There's another very interesting reference I wanted to about testing. Я хотел еще прочитать, еще один отрывок, который посвящен этой теме испытаний. And then we can wrap it up and try to understand the value of being tested. На этом мы можем закончить и можем попытаться понять ценность испытаний, которые выпадают на нашу долю. This is Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur speaking about how the Lord tests. Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур описывает о том, как Господь, говорит о том, как Господь испытывает преданных. He says, we experience the desire to commit sins because we are being tested. Мы испытываем желание совершать грехи, потому что нас испытывают. He said, just as parents place money, rice, and a Srimad Bhagavatam before a newly quarreling child in order to test that child's inclination. Точно так же, как родители раскладывают перед своим только что научившимся ползать младенцем зерна риса, Шримад Бхагаватам и деньги, чтобы испытать его наклонности. So the Supreme Lord, who is an ocean of mercy, does the same with us. Точно так же Верховный Господь, океан милости, делает подобное и с нами. Ignorant, godless people consider Him cruel. Безбожные, невежественные люди считают Господа жестоким. But whatever the Lord does only benefits others. Но то, что делает Господь, приносит только благо другим. Just as both a father's kissing and slapping of his son displays His mercy. Целует ли отец своего сына или дает ему пощечину, и то и другое проявление его милости. So the Lord's activities are also His mercy. Точно так же поступки Господа всегда являются проявлением его милости. If the Lord's mercy is mistaken for punishment, then that means we lack the serving temperament. Если мы принимаем милость Господа за его наказание, то значит, нам недостает духа служения Господу. Or a developed attraction to God. We have failed to develop attraction. No. Or a developed attraction. It means we lack. То есть нам не хватает духа служения Господу или глубокого или развитого чувства влечения Господу. When a person desires to take shelter of the Lord, когда человек решает принять прибежище Господа, the Lord tests his sincerity. Господь испытывает его искренность. By placing various obstacles before him. Расставляя на его пути всевозможные препятствия. Just as a doctor presents restrictions on the lifestyle of the patient. Так же, как врач
прописывает определенные ограничения в образе жизни своего пациента, in order to cure the disease. чтобы помочь ему исцелить болезнь. He gives the example, the doctor is trying to cure the patient. So the first thing he says, you've got to change your lifestyle. Когда доктор, врач пытается помочь пациенту выздороветь, первое, что он говорит, вам нужно поменять образ жизни. Of course, I've been told this so many times by my doctors. Мне доктора об этом очень часто говорят, But I don't listen to them. но я их не слушаю. First thing they tell me is I have to stop traveling. Первое, что говорят мне мои врачи, вы должны перестать ездить. But anyways, the analogy is still there. Но аналогия, тем не менее, остается. He's comparing the Lord to be like a doctor. Он сравнивает Господа с доктором. So the doctor says, well, if you want to become healthy, you have to change your lifestyle. Then my medicines will work for you. Врач говорит пациенту, если вы хотите выздороветь, то первое, что вы должны сделать, поменять образ своей жизни. Тогда мои лекарства будут для вас полезны. So when a doctor is about to operate in a boil and picks up a knife, we would be foolish to consider him merciless. Если доктор хочет взрезать и вскрыть нарыв и берет в руки скальпель, то глупо будет считать доктора жестоким. We should not be foolish enough to fail to recognize our well-wisher. Мы не должны быть настолько глупыми, чтобы не признавать в нем своего доброжелателя. Maya has arranged objects for our sense gratification to tempt us. Майя подготовила для нас различные объекты соблазнов, чтобы соблазнить нас. Being attracted by these temptations, we sometimes engage in unrestricted sense gratification. И поддаваясь на ее соблазны, мы иногда отдаемся безудержному чувственному наслаждению. In welfare activities to benefit others. Being attracted by these temptations, we sometimes engage in unrestricted sense gratification. In welfare activities to benefit others. Отдаемся безудержному чувственному наслаждению, либо деятельности на благо других людей. Or begin to think the impersonal Brahman, the goal of life. Или мы начинаем размышлять о безличном брамане как о цели в жизни. Similarly, sometimes we may become attracted to glorifying philosophies propounded by Buddha and Sankaracharya. Иногда мы чувствуем влечение к прославлению таких философий, которые принесли в этот мир Будды или Шанкарачарьи. None of these activities benefit us. Но ни то, ни другое, ни третье не принесет нам благо. We should simply hear Krishna Katha. Мы должны просто слушать Кришны Катху. There is no other way to attain our good fortune. И нет никакого другого способа обрести благоденствие. So he's answering specifically the question about being attested by the attractions of Maya. И здесь еще Бхактивиданты Свами Прабхупады отвечает на вопрос соблазнов, которые подвергают нас майе. That actually by the arrangement of the Lord, so many temptations are there to avoid surrendering to Krishna. Потому что по воле Господа в нашей жизни есть много таких соблазнов, которые могли бы увести нас, которые могут увести нас от предания Кришне. When a devotee sees how Maya works according to the will of the Lord, и когда преданный видит, как майя действует в соответствии с волей Господа, and he understands how Maya is actually serving the Lord, понимает, что майя на самом деле служит Господу, then Maya putting forward so many different temptations to us is her way of helping us to take shelter of the Lord. И майя, которая подсовывает нам различные соблазны, на самом деле таким образом по-своему служит Верховному Господу. Therefore, he's giving this, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is giving this as another example of how the Lord tests the devotee. Шрила Бхактивиданты Сарасвати Такур таким образом показывает нам еще один способ испытания Господа. He tests his sincerity by placing various obstacles before him. Испытывает искренность нашу, когда расставляет на нашем пути различные препятствия. And there'll be so many obstacles that may look very attractive, like something that will immediately provide quick and immediate relief. Есть очень много препятствий, которые кажутся очень соблазнительными и которые сулят нам немедленное избавление от страданий. Sense gratification provides quick and immediate relief. Чувство наслаждения, например, дает нам такое немедленное облегчение. But as we know, the relief that one gets from sense gratification is only increases one's suffering. Однако, как мы знаем, то облегчение, которое человек испытывает, отдаваясь чувству наслаждения, на самом деле лишь усиливает страдания человека. And he says, similarly, when we become attached to the external relief of ourselves and of others, this is also another quick form of relief. Точно так же, когда мы привязываемся, говорит Шрила Бхактивиданты Сарасвати Такур, к такому очень быстрому
облегчение, которое мы испытываем, удовлетворяя свои собственные чувства или помогая другим, это еще одна форма. Even to the point of actually desiring liberation. Такой иллюзии, которая даже вплоть до уровня освобождения. He said this is another distraction, looking for a form of relief. Это еще одно отвлечение, вернее, от преданного служения в форме облегчения. And therefore there'll be so many tests put before the devotee. Поэтому преданные встретят на своем пути очень много испытаний. The acid test is, do they actually want devotional service? Это испытание кислотой заключается именно в том, чтобы понять, хотим ли мы по-настоящему служить или нет. Or they just simply want some quick relief, which comes by either sense gratification, by philanthropic activities. Или мы хотим какого-то немедленного облегчения в виде чувственного наслаждения или в виде какой-то благотворительной деятельности ради других. Even up to the point of impersonal liberation. До уровня освобождения, безличного освобождения. So therefore, Srila Bhaktisiddhanta said that the way to pass the test is we should simply hear Krishna Katha. There's no other way to attain our good fortune. И Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур говорит, единственный способ вынести все эти испытания, с честью выдержать их, это слушать Кришны Катху, и нет никакого другого способа обретения нашей удачи, чем это. So, back to the verse. Возвращаясь обратно к тексту. The verse is Narada Muni testing Dhruva Maharaj. В этом стихе Нарада Муни испытывает Дхруву Махараджа. He was testing his determination of how much he wanted to actually attain the darshan of the Lord. Испытывает его решимость в обретении даршана Господа. And because Dhruva Maharaj was very determined to achieve his desired result, even though he still had some desires there within the heart. И хотя Дхрува Махараджа по-прежнему хранил какие-то желания в своем сердце, тем не менее его решимость была очень твердой, добиться желанной цели. As we know, actually Dhruva Maharaj, in his determination, he wanted revenge. Как мы знаем, Дхрува Махараджа хотел отомстить и очень решительно был настроен на это. That was his motivation in getting the darshan of the Supreme Lord. Именно жажда мести двигала им в желание обрести даршан Господа. But Narada Muni, being very expert teacher, he understood how to dovetail his disciple so he could get the darshan of the Lord. Но Нарада Муни очень искусный учитель, поэтому он знал, как связать это намерение ученика и привести его к возможности встретиться с Господом. So therefore he requested to perform severe austerities. Поэтому попросил его совершать суровые аскезы. And to chant the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Повторять мантру Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And he said, by this way, by performing the austerities and chanting this mantra, you'll get the fulfillment of your desires. И таким образом, сказал Нарада Муни Дхруве, выполняя эти аскезы и повторяя эту мантру, ты достигнешь желанной цели. So the spiritual master, in this case Narada Muni, tested Dhruva. В этом примере Нарада Муни, духовный учитель Дхрувы, испытывал его. And Dhruva's determination, of course, was firm. И как мы знаем, Дхрува Махарадж отличался такой непоколебимой решимостью. Just like we read last night, what we were speaking about last night, Shukadeva Goswami tested Parikshit Maharaj. И как вчера мы упоминали, Шукадева Госвами также подверг испытанию Парикшиту Махараджа. He tested Parikshit Maharaj by answering the questions, and when Parikshit Maharaj how to avoid going to hellish planets. Он отвечал на вопрос Парикшита Махараджа о том, как же могут живые существа избежать участи на адских планетах. He tested it by first recommending atonement. И вначале, чтобы испытать своего ученика, Шукадева Госвами порекомендовал искупление. So, what we should try to take from all of these examples that we have given from Shastra is that we will be tested. И все то, что мы должны извлечь из этих примеров, из шастр одно, мы должны понять, что нас будут испытывать. We will always be tested. Всегда будут испытывать. And as Prabhupada said, even to the point at the end where there will be a very severe test. Даже в самом конце, как Шрила Прабхупада говорит, нас будут ждать очень суровые испытания. And the question for ourselves is, do I really want the fulfillment of the goal which is being offered to me, which is devotional service to the Lord? И мы должны задаться вопросом, хочу ли я достижение той цели, которую мне предложили, это преданное служение Господу. And if I really want the fulfillment of the goal which is being offered to me in the form of devotional service of the Lord, I have to accept that I will be tested. Если мы хотим по-настоящему достичь этой цели, которую нам дали, и эту цель в форме чистого преданного служения, мы должны
должны познать и быть готовы к испытаниям. And whatever form that test comes, that is a manifestation of the Lord's mercy. И в каком бы форме ни пришли к нам эти испытания, мы должны видеть в них милость Господа. The devotee has to see every test right from the very beginning, all the way up as he advances in Krishna consciousness, as the Lord's mercy. Мы должны с самого начала нашей духовной жизни видеть в каждом испытании милость Господа. As Prabhupada is speaking about here, that he's speaking about the duty of the spiritual masters to test the disciple before he gives them initiation. Шрила Прабхупада говорит здесь в комментарии о том, что обязанностью духовного учителя является испытывать ученика перед тем, как дать ему посвящение. Of course, this is what goes all the way back to the very beginning. Even before getting initiated, we have to be tested. Другими словами, эти испытания мы должны быть испытаны даже до того, как получаем посвящение. In fact, in the Hari Bhakti Vilasa, it is stated that it is the duty of the spiritual master to test the disciple. В Хари Бхакти Виласе говорится, что обязанностью духовного учителя является испытывать ученика. And it's also the duty of the disciple to test the spiritual master. И также обязанность ученика является испытывать духовного учителя. So both have to be there. То есть они должны испытывать друг друга. The disciple tests the spiritual master by hearing from him, associating from him, Ученик испытывает духовного учителя, слушая его, общаясь с ним. by following his instructions and cultivating faith in the execution of those instructions. Следуя его наставлениям и развивая веру в наставления, следуя наставлениям. And seeing how the spiritual master lives according to those instructions. И также смотря за тем, что духовный учитель живет ли духовный учитель сам в соответствии с наставлениями, которые он дает другим. And in response, the spiritual master has to test the disciple to see that he is actually coming to devotional service, because that's what he wants. И со своей стороны духовный учитель должен испытывать ученика испытывать чистоту его намерений. Если он приходит заниматься преданным служением, действительно ли им движет желание заняться преданным служением или что-то еще. And devotional service means that it has to become freed from karma and from jnana. Преданное служение должно быть свободно от кармы и гьяны. The spiritual master has to make sure that the disciple is only interested in learning how to advance in bhakti. И духовный учитель должен убедиться, что единственное, что интересует ученика, это научиться выполнять процесс преданного служения и продвигаться в этом. Just as we oftentimes give the example that Bhaktivinoda Thakur gives about faith when it's awakened in the heart of a candidate for devotional service. Часто приводим пример Бхактивинода Тхакура, который говорит, что вера пробуждается в сердце ученика, когда он слушает о преданном служении. Or just like we were answering that question last night, that one actually has real faith in devotional service, that's the beginning, that's the seed of bhakti planted in the heart. И как мы вчера говорили о том, что семя преданного служения – это когда мы развиваем веру в него слушанием. And Prabhupada actually also explains in Chaitanya Charitamrita that the seed, Bhakti Lata Bij, that seed of bhakti is an awakening of a taste for chanting and hearing about Krishna. Шрила Прабхупада объясняет Чайтанья Чаритамрите, что это семя преданного служения является пробуждением вкуса слушания о Кришне. So once that seed is planted, that one has awakened his faith and hearing about Krishna. И когда это семя высажено, когда человек развивает веру слушания Кришны, it is the duty of the spiritual master to see that actually the disciple makes progress on the path of devotional service. Обязанностью духовного учителя является убедиться в том, что ученик по-настоящему продвигается, прогрессирует по пути преданного And служения. Bhaktivinoda Thakur says, once that seed of faith is awakened in the heart, then it's compared to just like a parent who protects a newborn child after it's been born. Еще Бхактивинода Тхакур сравнивает пробуждение этой веры, преданного служения с рождением маленького ребенка в семье у родителей. That when a newborn child takes its birth, it has to be protected from heat and cold, from hunger and thirst, and from dangerous elements. Когда рождается такой ребенок у родителей, то его нужно защищать от жары и холода, от голода и жажды, от различных опасных животных. In the same way, when bhakti takes its birth, its faith in bhakti takes its birth in the heart of the conditioned soul, then that faith has to be protected from karma and jnana. Также, когда в сердце обусловленного живого существа появляется эта вера в бхакти, то нужно эту веру в бхакти хранить от кармы и гьяны. Because one is not careful, they may become more attracted to karma and to jnana, and they may lose their faith in Krishna Katha, hearing about bhakti. Потому что если человек неосмотрителен, тогда он может утратить веру в бхакти и развить веру в карму и гьяну. Therefore, the duty of the spiritual master is to help the disciple understand that karma and jnana cannot actually
bring about the desired result. Поэтому обязанностью духовного учителя является также внушить ученику, что карма и гьяна не могут привести к желанному результату. And Krishna himself, when he speaks to Uddhava in the 11th canto of the Bhagavatam, he describes the four processes, the three processes, karma yoga, jnana yoga, and bhakti. Уддава в Шримад Бхагаватам, 11 песне, Господь Кришна Уддаве объясняет 11 песне Бхагаватам, что существует три процесса. Это карма, гьяна и бхакти. And he just describes the different perfections that one can get from each of these things. И он объясняет различные совершенства, которые человек может обрести, исследуя каждого из этих трех путей. But he says that bhakti begins in a very famous verse. И он говорит в очень известном стихе, что бхакти начинается тогда, having awakened faith in the narrations of my glories, Krishna says. Кришна говорит, что когда у человека пробуждается вера в слушание о моих повествованиях, being disgusted with sense gratification, и проникшись отвращением, чувством наслаждением, knowing that all sense gratification leads to suffering, зная, что любая форма чувства наслаждения ведет к страданию, but still not being able to give it up completely. но тем не менее, не будучи в силах порвать чувство наслаждения полностью. He said, my devotee, he should remain happy and continue to worship me with faith. Мой преданный должен оставаться счастливым, продолжать поклоняться мне с верой, говорит Господь Кришна. Even though my devotee may sometimes engage in some sense gratification. Даже хотя бы преданный иногда может совершать какие-то, то есть поддаваться чувствам наслаждения. Knowing that all sense gratification will lead to suffering. Он знает, что любое чувство наслаждения приводит к страданиям. He will sincerely repent for such activities. И поэтому будет искренне раскаиваться в такой жизни. In this way, in bhakti, there's never any loss. Другими словами, на пути бхакти нет никаких потерь. If a devotee sincerely knows that bhakti is the goal, если преданный искренне считает, что бхакти это цель, if he continues to remain faithful to hearing only Krishna Katha as the remedy for his suffering, если он продолжает оставаться верным процессу слушания Кришны Катхи как методу избавления и исцеления. There may be many other remedies out there. Избавление от страданий. Есть много других способов избавления от страданий. But they're all tests from the Lord. Но все остальные методы избавления от страданий являются испытаниями, которым Господь подвергает нас. Lord is testing us to see what are we looking for and for the remedy for our suffering. И Господь подвергает нас этим испытаниям, чтобы понять, в чем мы будем находить и будем видеть это избавление от своих страданий. That's exactly what Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. That's why I read that quote. Именно об этом говорит Шрила Бхактивиданта Сарасвати Тхакур, поэтому я прочитал его высказывание. He said there'll be Maya will offer many other attractive proposals. Майя предложит много самых привлекательных соблазнов нам. In the form of sense gratification and different philosophies for relief from suffering. В форме чувственных наслаждений, различных философий, которые сулят нам избавление от страданий. Even all the way to the impersonal liberation. Вплоть до безличного освобождения. But these are all simply tests on our determination to go on hearing the glories of the Lord. Но это все испытания нашей решимости продолжать слушать славу Господа. So therefore, in the famous verse that Krishna says to Uddhava, my devotee is somebody whose faith has been awakened in hearing Krishna Katha. И поэтому Господь в этом знаменитом стихе говорит тут, мой преданный тот, кто пробудил себе веру в слушание Кришны Катхи. Therefore, under all circumstances, a devotee will go on hearing. Поэтому преданный будет продолжать слушать при любых обстоятельствах. And then, to your question last night, what happens when the devotee loses that taste? Отвечая на ваш вопрос, который вы задали вчера вечером, что происходит с преданным чувством, теряет этот вкус? The real test of the devotee, even though he may lose his taste because of some offense. Настоящим тестом на преданность является, даже если человек преданно теряет свой вкус из-за каких-то оскорблений. Is that when he suffers, когда он страдает, and he suffers enough, что он страдает из-за этого, и страдает достаточно, чтобы then gradually he'll go back to that very same thing from which that gave him his taste before that he lost. Что он страдает, и достаточно страдает, и в конце концов возвращается снова к источнику того вкуса, который он потерял. He won't go to karma. Он не будет обращаться к карме He won't go to jnana. или к яне. That's why Narada told Vyas, he said that anyone who has once tasted the nectar of my lotus feet, he won't be able to forget that ecstasy. Поэтому Нарада сказал Вьясе, что если хотя бы раз человек вкусит нектар лотосных стоп Кришны, никогда не забудет этот экстаз. He can't become a fruitive worker. Он не может больше заставить себя остановиться, заставить себя быть
таким материалистом, действующим ради плодов. So that Bhakti-lata beej that's planted in the heart is the awakening of that taste. И Бхакти-лата биджа, которая оказывается в нашем сердце, является пробуждением этого вкуса. And then advancement along the path, that has to be there. И мы должны идти по этому пути вверх и вверх. Once that taste has been awakened, then it has to be constantly fanned by hearing the glories of pure bhakti. Должны идти по этому пути все выше и выше, как только мы обрели этот вкус, мы должны постоянно как сказать, усиливать этот вкус, раздувать этого вкуса. Satam prasangam munavirvisam bhavanti hritkana rasayana kata taj joshanad ashra bhagavagatmani shradharatir bhaktiranukamishyati. That once that in the association of devotees, the discussions of the pastimes of the Supreme Lord become attractive to the ear and they enter into the heart. Как говорится в этом стихе, благодаря общению с преданными, слушанию повествования деяний Господа становятся очень привлекательными для слуха, они проникают через уши в сердце. As one goes on advancing along this path, and gradually what happens is he loses his attraction to material things and he awakens a further taste for Krishna, becomes attached to him. Продвигаясь по этому пути, человек теряет влечение к материальным вещам и усиливает свое влечение к Кришне, становится очень сильно привязанным к нему. So our faith will be tested constantly. Поэтому нашу веру будут постоянно испытывать. And therefore the recommendation is for those who understands that has once experienced a taste for bhakti, he understands that although my faith is being tested constantly, I will never give up chanting and hearing the glories of the Lord. И поэтому, пробудив вкус к бхакти и зная, что нас будут постоянно испытывать, нашу веру будут постоянно испытывать, человек должен исполниться решимости никогда не терять этого, никогда не переставать слушать и воспевать славу Господа. Bhaktivinoda Thakur and Sri Bhakti Yoga explains that is the qualification for a devotee. Шрила Бхактивинода Тхакур в Бхакти-логе объясняет, что это есть квалификация. He says that our acharya, our example is Haridas Thakur. И он говорит, что примером этому нашему ачарье является Харидас Тхакур. Haridas Thakur told Tukaji that you can cut my body into millions of pieces, but I'll never give up chanting. Харидас Тхакур сказал Кази, ты можешь разрубить мое тело, рассечь мое тело на множество частей, но я все равно не перестану воспевать святое имя Господа. He said this type of determination has to be there to advance in devotional service. И он говорит, что нужно набраться такой решимости, чтобы идти по пути преданного служения. And in the same chapter, Bhaktivinoda Thakur also gives the example. И Бхактивинода Тхакур в той же главе дает следующий пример. That he gives the example how a devotee has to remain patient. Он говорит о том, что преданный должен набраться терпения. And he says that patience for a devotee means that I will someday get Krishna's mercy. Он говорит, что преданный должен проявлять терпение следующим образом. Однажды я обязательно получу милость Кришны. Whether it comes now, 10 years from now, 100 years from now, or 100 births from now. Сейчас, или через 10 лет, через 100 лет, или через 100 жизней. I will go on serving Krishna. Я буду продолжать служить Кришне. I will never give up service to him. Я никогда не перестану служить ему. We will be tested. Нас будут испытывать. Just as Mukunda Datta was tested when the Lord rejected and told him, 10 million births you'll have to wait before you see me. Так же, как Господь подверг испытанию Мукунду Датту, сказав, отверг его, он отверг его и сказал, что только через 10 миллионов жизней ты меня снова увидишь. But he had such faith in the Lord's words that he was in ecstasy. Но у Мукунды была такая сильная вера в слова Господа, что он сразу погрузился в экстаз. That 10 million births was irrelevant. That only thing he knew was that he will see the Lord again. Ему уже не важно было 10 миллионов жизней, сколько это важно было, что он увидит. That kind of faith is required to advance along the path of bhakti. Вот такая вера требуется для того, чтобы продвигаться по пути бхакти. And therefore, not only will the spiritual master test our faith in the beginning, but Krishna will continue to test us. Поэтому не только духовный учитель нас испытает в начале, но и Кришна будет продолжать испытывать на пути. If we're coming to serve Krishna or to disturb Krishna. Испытывать нас, пришли ли мы для того, чтобы служить Кришне или беспокоить его. If we're coming for bhakti or we want something else. Хотим ли мы бхакти или чего-то еще. Of course, anyone who's once tasted, even if he tries to get something else, it won't be the same. И разумеется, если человек испытал такой вкус, даже если он попытается перейти на что-то другое, то это никогда не будет таким же привлекательным. Prabhupada said that is the mercy of the devotee of the Lord. Это милость преданного Господа, говорит Шрила Прабхупада. He said, the Lord, He always gives us our freedom to choose.
Он говорит, что Господь всегда дает выбор, свободу выбора нам. He said sometimes by the mercy of the Lord, though, the devotee may be a little bit more firm. Sometimes by the mercy of the devotee may be a little bit more firm. Что Шилапада говорит, что иногда преданный, если он проявляет там особую милость, может обходиться к нам с нами очень строго. He may be a little bit more firm because he understands that yes, you should avoid the suffering. Avoid who he is merciful. Yes. То есть он таким образом проявляет строгость тем, кому он проявляет свою милость, чтобы помочь им избавиться от наслаждения. It's like Narada Muni was very firm. Как Нарада Муни, например, был очень строг. You should avoid the suffering. Избавиться от страданий, прошу прощения. Нарада Муни говорит своим ученикам, вы должны избавиться от этих страданий. So therefore, Prabhupada says that sometimes it is even seen that a devotee of the Lord is even more merciful than the Lord. Поэтому Шилапада говорит, иногда преданные Господу проявляют еще больше милости, чем сам Господь. Because the Lord, He'll allow us. He's in everyone's heart. He'll allow us to choose sense gratification. Потому что Господь в нашем сердце может позволить нам заниматься наслаждением. But devotee, sometimes He'll be very strict. No. Будет очень строг с нами, нет. Prabhupada said that once to a disciple. Однажды Прабхупада сказал так ученику. The disciple was asking Srila Prabhupada, he was asking about following the regulative principles. Однажды ученик спрашивал про следование 3 регулирующим принципам. And he was asking Srila Prabhupada, what should I do to be able to follow the regulative principles? Он спросил Прабхупада, Шилапада, что мне нужно сделать, чтобы научиться следовать 4 регулирующим принципам? Prabhupada said, the order of the spiritual master should be sufficient. Прабхупада сказал ему, что указание духовного учителя должно быть достаточно для этого. Very strict. Очень строго. That's it. That was his answer. Вот это был его ответ. The order of the spiritual master should be sufficient. Указание духовного учителя должно быть достаточно для этого. Because he was very merciful. Потому что он был очень милостив. And therefore he was quite persistent. Yes, because I've told you to follow, you should follow. Поэтому был таким настойчивым. Я вам сказал следовать, значит вы должны следовать. So therefore, sometimes it is seen that the spiritual master can be even more merciful than the Lord. Поэтому иногда духовный учитель может проявлять больше милости, чем сам Господь. Because he understands the purpose of the Lord. Потому что он понимает цель Господа. So therefore, these examples are given here of how the spiritual master may sometimes have to test the disciple. И эти примеры иллюстрируют, как иногда духовный учитель испытывает своего ученика. That is his mercy. Это его милость. So, any questions or comments? Есть ли вопросы или комментарии? А в чем разница во вкусе, который испытывает преданные на уровне анархи и на уровне ручи? И также в чем разница испытаний, которые будет испытывать Господь на том и на другом уровне? What's the difference between the taste the devotee experiences on the level of anartha and the level of ruchi, and also what's the difference in the tests that the Lord subjects one on both levels? Вопрос, в чем разница между вкусом, который испытывает человек на уровне анарханиврити и ручи, и также в чем разница между испытаниями, которым Господь подвергает преданного на обоих уровнях? Well, Vishwanath Chakravarti Thakur, Madhurya he explains the different levels of tastes. Шрила Вишната Чакраварти Тхакур Мадхурья Кадамби испытывает различные уровни, описывает различные уровни вкуса. He said that when one actually comes to the stage of ruchi, he actually has taste for the name of self, although previous to that stage he may have taste for certain, what's the word that he uses, like instruments and the way that it's played nicely and things like that. Musical arrangements. Yeah, musical arrangements. Шрила Вишната Чакраварти объясняет, что на уровне ручи преданный испытывает вкус самого святого имени, в то время как на предшествующих уровнях он может привлекаться больше различными музыкальными аккомпанементами, инструментами, мелодиями и всем остальным. But on the stage of ruchi, this is even gone. It doesn't make any difference. His taste is only for the holy name, under all circumstances. На уровне ручи человек преданный испытывает вкус только святому имени Господа, ни к чему остальному. Все остальное уже теряет какую-то актуальность для него. So there's even differences in the taste on the higher levels of bhakti. Поэтому есть разница во вкусах на более высоких уровнях бхакти. Anartha nivriti, the taste one gets is freedom from anarthas. И на уровне анарха ниврити человек испытывает вкус от свободы, от анарха. But he actually, because he has firm faith,
he's coming to the platform of nishta, firm faith. Но поскольку у него есть твердая вера, он поднимается до уровня нишки, твердой веры. And also, Vishwanath Chakravarti Thakur explains that verse in the Bhagavatam, what is it, in the first canto of the Bhagavatam? Nasta Payesha Abhideshu Nityam Bhagavata Sevya Bhagavad Uttama Shlokti Bhakti Bhagavati Nashtiki. He explains that before that stage is Anishtata Bhakti, and then after that is Nishtata Bhakti. Также Вишванат Чакраварти Тхакур объясняет, что вот этот стих, описанный в Шримад Бхагаватам, Наштам Праишва Бхадуш, является границей между Аништита Бхакти и Ништита Бхакти. Anishtata Bhakti means is that he's still unsteady in his faith. Аништита Бхакти означает, что преданный по-прежнему нестабилен в своей вере. And then that platform where he actually comes to the Anartha-nivritti is he goes on regularly hearing the Srimad Bhagavatam and serving the pure devotee. На этом уровне Анартха-нивритти он продолжает регулярно слушать Шримад Бхагаватам, служить чистому преданному. And then by regularly serving the pure devotee and hearing Srimad Bhagavatam, gradually he comes to the platform of Nishtata Bhakti. Постепенно, благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам, служению чистому преданному, человек поднимается до уровня Ништита Бхакти, то есть твердый Бхакти. So that means that he's become firmly convinced in only hearing about Krishna. Он становится очень твердо убежденным в слушании о Кришне. He may not have completely awakened his taste yet. This one has some ruchi. Он, может, еще не пробудил полностью свой вкус, это происходит на уровне ручи. But his faith is to go only hear about Krishna and chant about Krishna. Но его вера посвящена слушанию о Кришне, и твердая вера, слушанию о Кришне и обсуждению Кришны. Some taste is there. Вот этот вкус есть. But as Prabhupada explains in the 6th canto of the Bhagavatam, in the 6th canto, 1st chapter, he says that there are different, what is it? I forget the verse, Kechit Kevalaya Bhaktya Vasudeva Parayana. Excuse me. Но как Шрила Прабхупада объясняет, в 6-й песне Бхагаватам, в 1 главе есть различные стадии. В этом стихе Кечит Кевалая Бхактя Васудева Парайана. I have it here, so I'll just read it. What verse is Kechit Kevala Bhaktya Vasudeva Parayana? I'm sorry, this thing is really going slowly. In this regard, Jiva Goswami comments that bhakti may be divided into two divisions. Шрила Прабхупада говорит, что в этом контексте нужно пояснить, как Джива Госвами описывает бхакти, разделен на две части. Santata, devotional service that continues incessantly with faith and love. Первая часть бхакти, или подраздел бхакти, называется сантата, это когда преданный постоянно продолжает служить Господу с любовью. And kadachitki, devotional service that does not continue incessantly, but is sometimes awakened. Но кадачитки означает это преданное служение, преданно занимается преданным служением не постоянно, а Devotional service that does not continue incessantly, but is sometimes awakened. Но время от времени пробуждается, кадачитки означает. Incessantly flowing devotional service, santata, may also be divided into two categories. И такое непрерывное преданное служение сантата можно разделить на две категории. Service performed with slight attachment. Это служение, которое выполняется с небольшой привязанностью. And spontaneous devotional service. И спонтанное преданное служение. And then he goes on to explain a little bit more about slight attachment and spontaneous devotional service. Зачем Шрила Прабхупада объясняет чуть более подробно небольшую привязанность и спонтанное преданное служение. And then he says intermittent devotional service may be divided into three categories. А такое непостоянное преданное служение можно разделить на три категории.
Devotional service in which one is almost attached. Преданное служение, к которому преданный почти привязался. Devotional service in which there is no spontaneous love, but one likes the constitutional position of serving. Преданное служение, в котором нет спонтанной любви, но нравится служить как своя как естественная природа и роль. And abhasa rupa, a slight glimpse of devotional service. И абхаса рупа означает слабое отражение преданного служения. Then he says, even in the stage of abhasa rupa bhakti, all the reactions of sinful life are uprooted and vanquished. Даже на стадии абхаса рупы, говорит Шрила Прабхупада, все последствия греховной жизни искореняются и уничтожаются. So, and these are different stages. Это разные уровни. So abhasa rupa means that yes, I'm free, anartha nivritti, freed from reactions. I have a slight glimpse, but it's it's intermittent devotional service. Абхаса рупа это слабый отблеск преданного служения, это стадия, на которой мы избавляемся от всех прошлых реакций, они искореняются, но тем не менее это по-прежнему не является непрерывным. The taste is not constantly there as it is in santata. Перемежающееся преданное служение, которое иногда проявляется, иногда нет, в отличие от сантата, непрерывного преданного служения, отличающегося постоянным вкусом. This is Jiva Goswami's explanation. Объясняет Джива Госвами. What if a devotee who sincerely becomes sincerely introspective, understands that he doesn't want pure devotional service and is not ready for any tests, what should he do? Если преданный искренне заглянул в свое сердце, понимает, что не желает чистого преданного служения, не готов к испытаниям, что ему делать? If that is his conviction, then what can be done? Если он в этом убежден, то вообще, что можно сделать? If one has already come to that platform, convinced that I don't want devotional service, человек убедился в том, что уже убежден в том, что не хочет чистого преданного служения, then one should. Krishna has given various degrees of concessions in the 12th chapter of the Bhagavad-Gita. То в 12 главе Бхагавад-Гиты Кришна идет на уступки таким преданным. He said, first, you should fix your mind upon me constantly. If you can't do that, then follow the regular principles of Bhakti Yoga. Then if you can't do that, you should work for me. Он на разном уровне. И первый он говорит, просто думай обо мне постоянно. Если не можешь делать, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Если не можешь этого делать, тогда работай для меня. And Krishna has given various concessions for those who can't remain fixed in determination on the path. Кришна идет на такого рода различные уступки тем, кто не может постоянно поддерживать свою решимость идти по этому пути. And then he even says that if you can't do that, then give in charity. Если ты не можешь даже этого делать, тогда раздавай милостыню. At least by making some sacrifice, you'll gradually come to the understanding that human life is meant for sacrifice. And you may gradually come to understand again that best to sacrifice for the highest cause. Так ты можешь постепенно, раздавая милостыню, понять, что жизнь человека предназначена для жертвы, жертвоприношения. И потом, занимаясь таким жертвоприношением, ты поймешь, что лучше всего жертвовать всем ради меня. And therefore, by following Krishna's instructions that are given there in the Bhagavad-Gita, one may gradually be able to come back and have faith in devotional service. То есть ради высшей цели. И тогда постепенно, следуя таким наставлениям Кришны в Бхагавад-Гите, можно прийти снова на уровень веры в чистое преданное служение. One is thinking, I don't want to ever have faith again in devotional service. Если человек думает, что я никогда больше не хочу иметь веры в преданное служение. Maybe I don't. Or somebody may be thinking, I don't have faith in it now, but I would like to have faith in it in the future. Кто-то может думать, у меня сейчас веры в преданное служение нет, но я хотел бы ее обрести в будущем. Then, for such a fortunate person, he should follow these recommendations that Krishna has given. То такой удачливый человек должен следовать наставлениям Кришны, которые он дал. But if one is thinking, I don't want to ever have it again, Но если кто-то думает, я вообще никогда не хочу больше иметь эту веру, then unfortunately, such a person will find it very difficult to come back to Krishna consciousness. то, к сожалению, такому преданному будет, он обнаружит, что вернуться к преданному служению, сознанию Кришны будет ему очень сложно. But if at any point that devotee genuinely surrendered to Krishna, Krishna won't let him go so easily. Однако, если в какой-то момент времени преданный по-настоящему предался Кришне, то Кришна так легко его не отпустит. Even though the devotee may try to forget, Krishna won't let him go so easily. Даже если преданный пытается забыть о Кришне, Кришна его так легко не отпустит. That's his mercy. He never forgets even one moment of service rendered. Так вот, такова его милость, он никогда не забывает даже мгновения
служения, искреннего служения. And that's a great fortune for someone who actually had the opportunity to, even for a moment, render service to Krishna. Это великая удача того, кто хотя бы одно мгновение провел служение Кришне. It's the greatest gift. Это величайший дар. Even one moment surrender to Krishna is the greatest gift that one can have from millions of births. Даже один момент предания Кришне — величайший дар, который человек может обрести из миллиона жизней. Because Krishna will never forget that service. Потому что Кришна никогда не забудет такое служение. And though one may have to suffer, Krishna will bring him back. Человек может пострадать немного, и потом Кришна его приведет обратно. Unless, of course, he commits offenses to Krishna's devotees, dear devotees. За исключением тех случаев, когда такой человек совершает оскорбление в адрес дорогих преданных And Кришны. if he commits offenses to Krishna's dear devotees because they're representatives of Krishna, then they're going to have to. Krishna won't be so quick to relieve them to bring them back. Если человек совершает оскорбление в адрес дорогих преданных Кришны, которые являются представителями, то Кришна не так уж будет рад его быстро вернуть обратно в преданное служение. Unless they go back first to the devotee. Если они, конечно, не пойдут и не обратятся вначале к этим преданным, которых они оскорбили. So many examples. Gopala, Chapala, Есть много примеров, Durvasumuni. таких как Гопала Чапла, Дхрувасумуни. Many examples. Много примеров. Committed offenses to Krishna's devotees, and Krishna wouldn't relieve them, wouldn't bring them back, accept them again. Много людей совершали оскорбления в адрес Кришны, и Кришна не так легко прощал их и не так легко давал им избавление от страданий. When Gopal Chapala came before Lord Chaitanya said, 10 million births. You suffer like this. Гопала Чапала обратился к Господу Чайтанье с просьбой прощения, но Господь Чайтанья отверг его, сказав, 110 миллионов жизней ты будешь так бы страдать, как сейчас. So one has to be very, very careful. As offenses to the devotees. Нужно быть очень осмотрительными в адрес преданных и никогда не совершать оскорблений в отношении к ним. If one doesn't offend devotees and has rendered service, then Krishna will always help that devotee to come back again. Если человек не оскорблял преданных и продолжает выполнять служение, Кришна всегда позволит ему вернуться обратно. Even if he thinks he doesn't want bhakti. Даже если сам преданный думает, что бхакти не хочет. Харе Кришна, Махараджа. Спасибо большое за то, что вы нас обучаете. Скажите, пожалуйста, зачем Кришна испытывает своего преданного? Ведь он видит в сердце решимость каждого преданного. Он хочет таким образом помочь своему преданному развить абсолютную решимость в том, чтобы видеть цель только в том, чтобы удовлетворить Господа. Thank you very much for educating us. And the question is, why does the Lord test His devotees? He is in their heart, and He knows their determination. Is His motive to help them develop absolute determination in service of the Lord? Why does the Lord test the devotees if He's in their heart, knows what their desires are? Yes, their determination. Yes, He's in everyone's heart. He knows exactly what everyone's desiring. Он в сердце каждого знает точно, что кто желает. But we explained that actually the Lord tests through the agency of His illusory energy. Но мы уже объясняли, что Господь испытывает нас посредством Его иллюзорной энергии. That's how He's testing. Вот так Он испытывает. Illusory energy is offering attractive things according to what's in our heart. Иллюзорная энергия предлагает нам что-то привлекательное. Attractive things to the desires. According to the desires that are in our heart. Он предлагает нам какие-то привлекательные вещи, тем привлекательные наших желаний в сердце. And proposes, God disposes. Человек предполагает, Бог располагает. So the illusory energy is offering so many different alternatives besides surrendering to Krishna. И иллюзорная энергия предлагает нам много других альтернатив помимо предания Кришны. But then our faith, as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, will be tested as to how much we're willing to go on hearing Krishna Katha. Но как Шрила Бхактивиданта Сарасвати Тхакур объяснял, что наша вера будет испытана, насколько мы имеем веры продолжать слушать Кришна Катху. Because by testing us in that way, this will help us purify the hearts from these desires. Потому что таким образом, испытывая нас, эти испытания помогут нам очистить сердце от этих желаний. And the Lord wants our hearts to become pure. И Господь хочет, чтобы наши желания очистились, чтобы наши сердца очистились. So
He tests through the agency of his illusory energy. Таким образом, он испытывает нас посредством его иллюзорной энергии. That's how he's testing. Вот так он нас испытывает. And the illusory energy is offering Иллюзорная энергия предлагает нам много разных, so many options. различных вариантов. Attractive opulence, attractive offerings. Очень привлекательные опции. Why you have to hear about this Krishna? Зачем слушать о Кришне? I've got better things to talk to you about. На самом деле, я могу с тобой говорить много других интересных тем. That's how the illusory energy deals with us. Вот так с нами обходится иллюзорная энергия. That's because the illusory energy, Maya Dakshina Prakriti Suyate Saksharasharam. Maya works according to Krishna's direction. Майя действует в соответствии с волей Кришны. So that's why the Lord tests. Именно поэтому Господь испытывает нас. Even though He knows what's in our heart, He tests us to help us to become purified. Хотя Он знает, что у нас в сердце, Он испытывает нас, чтобы помочь нам очиститься. But we always have our choice. Но у нас всегда есть выбор. In fact, I didn't read that part. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur made that point right at the very end. And I'll end with this point. Я не дочитал, на самом деле, его высказывание, и в самом конце этого цитаты, которую я читал, Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупады говорит именно об этом. Я закончу на этом. He said that the Supreme Lord does not interfere with anyone's independence. Верховный Господь не вмешивается ни в чью независимость. This is right after the point he says, none of these activities benefit us, we should simply hear Krishna Katha. Он говорит, то, на чем мы закончили, что ничто из этого списка деятельности не приносит нам никакого блага, мы должны просто слушать Кришна Катху. И дальше он продолжает. There is no other way to attain our good fortune. Нет никакого другого способа обрести удачу в нашей жизни. The Supreme Lord does not interfere with anyone's independence. Верховный Господь не вмешивается ни в чью независимость. He does not kill the living entity's spiritual propensities. Он не уничтожает в живом существе ее духовной наклонности. If he interfered in our independence, we would have to consider him merciless. Если бы он вмешивался в нашу независимость, мы бы считали его безжалостным. Instead, he simply informs us and warns the living entities about good and bad activities. Вместо этого он просто предупреждает, информирует нас о том, что является хорошей деятельностью, а что плохой. In his form as Sri Chaitanya Dev, the Supreme Lord instructs us not to follow the doctrines propounded by Jaimini or Sankaracharya. В своем облике Шри Чайтанья Махапрабху, Верховный Господь, предупреждает нас не следовать философии Джаймини или Шанкарачарьи. Those doctrines do not teach us how best to use our mind of independence. Потому что эти доктрины Джаймини и Шанкарачарьи не учат нас правильно использовать свою крошечную независимость. Rather, we should act only in ways that please the Supreme Lord. Мы должны всегда действовать, чтобы порадовать Господа. He specifically says he doesn't kill the living entity's spiritual propensities by interfering with their independence. Он говорит, что Господь никогда не уничтожает в живом существе ее склонность действовать духовно. But it gives us the opportunity to choose. Но дает нам возможность выбора. So Maya is there. Майя есть. And Krishna is there. Есть Кришна. He's testing us. Ее According to our в desires. соответствии с нашими желаниями. Maya is testing. We can choose. You want Maya or you want to hear about Krishna. И Майя также спрашивает нас, что вы хотите, Майя или хотите о Кришне слушать? That is his mercy. Вот это милость. He always gives us our choice. Он всегда дает нам выбор.